Ușobit armeni, iktava rutjun Boksmına satkun, aprimer zeydun Hınçak doğero, tonek bakutjun Boksmına satkun, aprimer zeydun Hınçak doğero, tonek bakutjun Boksmına satkun, aprimer zeydun Hınçak doğero, tonek bakutjun Tatlılan jest Mieszkałe taper, wodki gantecek, hęciak zimborner, genacjel malu, hęciak zankagner, alme zamacie na stary gorer. Genacjel malu, hęciak zankagner, alme zamacie na stary gorer. Pare tulutyun, süstan kaçıtyun, miszkatır bahey, hęciak yaranun. Всем привет, друзья! В этом выпуске мы поговорим о социал-демократической партии Гынчак, одной из ключевых революционных армянских организаций того времени. Поговорим о ее месте в национально-освободительном движении и проследим путь до конца 1920-х годов. Если вам понравится это видео, ставьте лайк и подписывайтесь. И при желании поддержите финансово через Boosty для стран СНГ, через Patreon для иностранных зрителей или одноразовым донатом через Donation Alerts. Приятного просмотра! Революционное общество, будущая партия Гынчак, была основана в Женеве в октябре 1886 года 6 армянскими студентами российского подданства: Аветисом Назарбекяном, Маро Варданяном, Рубеном Ханазадом, Габриэлем Кафяном, Георгом Гараджаном и Кристофором Аганяном. В конце 1886 года они разработали программу организации, утверждение которой состоялось в первом квартале 1887 года. Этот момент считается датой официального создания партии. Сразу после этого, в ноябре 1887 года, группа начала публичную деятельность. Вышел первый номер газеты «Гынчак», через которую революционеры распространили свою программу среди армян. Подтверждение хронологии дало изучение двух групповых фотографий основателей, хранящихся в Национальной библиотеке Армении. На одной из них запечатлены 6 членов революционного общества в парадной позе, стоящие слева направо: Георг Гараджан, Кристофор Аганян и Аветис Назарбекян. В центре Маро Варданян и Габриэль Кафян. На полу сидит Рубен Ханазад. Анализ обоих фотографий показал, что они сделаны в одном и том же ателье Женевы и, вероятно, в тот же день. Одинаковый задний фон, одинаковая одежда и позы участников. На семифигурном варианте снимка дополнительно виден незнакомый человек. Как выяснилось из воспоминаний Георга Гараджана, это был русский студент Козицкий. Гараджан подчеркивает, что у Козицкого не было отношения к делу партии. Иными словами, присутствие Козицкого на снимке – случайность или дружеский жест, а не свидетельство его участия. Вдохновителем для партии, но не руководителем, был Макартыч Португалян, живущий в Марселе. С 1885 года он выпускал газету «Армения», которая стала катализатором идей, но не смогла стать центром будущего движения. В октябре 1886 года, согласно свидетельствам Рубена Ханазада, были сделаны первые шаги в организации нового революционного общества. Тогда сформировался узкий круг активистов, началась разработка программы и впервые прозвучал публичный голос новой группы. В прокламации, отправленной в редакцию «Армения», они заявили, что не видят общего пути с этим изданием и не будут публиковать свою программу в газете Португаляна. Наша программа не может быть опубликована в той газете. Наше общество вскоре исполнит желания тех лиц и организаций, которые с нетерпением ожидают публикации, а именно наше общество опубликует свою программу, но не на страницах газеты «Армения». Португалян жестко отреагировал на критику в ответ на заявление революционеров. Он заявил, что не может поместить их материал не потому, что он направлен против редакции «Армения», а потому что сочел его слишком ребяческим и не заслуживающим публикации. Вместо этого он опубликовал краткое резюме памфлета, написанное против него. Португалян считал, что привлечение внимания Запада и реформы – единственный путь к улучшению положения армян. Назарбекян и его группа настаивали на революционном
революционной борьбе и построении социалистического общества через восстание. Только позже, в мае 1910 года, под влиянием антиармянских действий младотурок, Португалян утратил к ним доверие, подверг их политику резкой критики и пришел к выводу, что армяне не смогут решить свой вопрос без вмешательства западных держав. Мы не можем разместить вашу статью в Армении не потому, что она направлена против редакции Армения, а потому, что мы не можем жертвовать драгоценными страницами Армения ради столь детской статьи. Мы сохраним эту статью как напоминание и свидетельство духа 9 уважаемых господ, подписавших этот текст и позволивших себе такие оскорбления в адрес редакции Армения. Позднее к группе присоединились на некоторое время Матиос Шахазизян, Пагос Африкян и Мекартыч Манучарян. Учредителем революционного общества по-прежнему остаются те самые 6 названных студентов. Сам Ханазад в 1907 году пояснил, что основателей партии Гынчак было не 5, а 6 человек. Особенно важную роль сыграла синхронная интерпретация снимков и письменных свидетельств, которая позволила точно установить момент создания общества, конец 1986 и начало разработки его программы. После того, как мы разорвали наши отношения с Арменией, мы решили не ждать созыва вышеупомянутого общего собрания, а подготовить программу для революционного общества, создать ядро этого общества, а затем обратиться к молодежи с призывом присоединиться к нам. Гынчак находилась в хороших отношениях с русскими социал-демократами Плехановым и Верой Засулич, которые были членами «Земли и воли» и «Черного передела». По словам Акопа Туравяна, видного деятеля Гынчакской партии, основатели и теоретики гончакистской партии были марксистами, которые, следовательно, были убеждены, что освобождение трудящихся и производящих классов, составляющих подавляющее большинство человечества, может быть полным только тогда, когда сами рабочие и производители станут владельцами всех сил и средств производства. Освобождение производящих классов таким образом означает освобождение каждого мужчины и каждой женщины, то есть полную социальную и экономическую свободу человечества от гнета капиталистического класса, который, хотя и составляет меньшинство, все же угнетает большинство. Основную установку будущей партии свобода должна быть универсальной и включать в себя социальное равенство. Здесь мы видим явное отстранение от этноцентризма и националистической исключительности, что отличает эту организацию от многих других революционных движений того времени. В 1887 году в Женеве была принята официальная программа, которая определяла цели и методы борьбы. Главной целью было свержение османской власти в Западной Армении, а метод борьбы заключался в социалистической революции, основанной на классовой борьбе. В качестве инструментов были предусмотрены создание подпольных ячеек, вооруженная борьба и пропаганда. Важным отличием от революционных организаций, таких как Даштак Тютюн, было то, что борьба велась не только против турецкого гнета, но и против социальной эксплуатации внутри самого армянского общества. В черновике программы Гынчак, написанном в Женеве, говорилось: рабочие и крестьяне Армении должны быть пробуждены. Иго двойное – тиран и помещик. Мы боремся с обоими. Партия приняла название Гынчак, что в переводе с армянского означает «колокол». Этот символ был выбран не случайно. Как писал Габриэль Кофян в письме из Женевы, мы выбрали название Гынчак не потому, что оно звучит красиво, а потому, что оно будет тем колоколом, который пробудит наш народ. В 1887 году колокол здесь символизирует не оружие, а голос, призыв, идею, то есть пропагандистскую миссию партии. А прежде всего мыслила себя как идейный и пропагандистский авангард. Основатели партии сочетали романтическое воодушевление с жестким рационализмом. Они создавали организацию в эмиграции, без материальной базы и под угрозой слежки османских агентов, но с верой в силу своих идей и организаций. Ранние гынчакисты были не мечтателями, а новыми революционерами, закаленными в европейской социалистической культуре и действующими от имени армянского народа. В большинстве армянских исторических работ 20 века 1887 год утверждается как официальный год основания Гончакской партии. Это формулировка, которая стала каноном и определяющим моментом для всех партийных юбилеев, публикаций и архивных изданий. На фотографиях, например, всегда указывалась дата – Женева, 1887 год. Уже в октябре того года было отправлено программное заявление. В декабре сделана знаменитая фотография, а структура с уставом и дисциплиной была сформирована. Это означает, что хотя в 1887 году является формальной правильной датой, фактически
Фактически весь фундамент партии был заложен на год раньше, и, возможно, позднее был выбран 1887 год для удобства и символизма. Есть несколько причин, почему дата 1887 год была выбрана как официальная. Во-первых, это могло быть связано с желанием придать определенный символизм. 1887 год – это новый цикл после неудачи с португаляном в 1886 году и год выпуска первой прокламации под именем Гончак. Во-вторых, это была удобная дата для пропаганды, поскольку она позволяла привязать основные партии к конкретным событиям, например, к созданию газеты Гончак. В-третьих, выбор 1887 года мог быть обусловлен желанием подавить конфликт с португаляном, который оставался важной, но неудобной частью ранней истории партии. 1886 год можно рассматривать как год тайной революции, когда все идеи и структуры уже начали формироваться, но еще не были оформлены для партийной вывески. В свою очередь, 1887 год стал годом публичного рождения партии, когда ее идеи получили имя и голос. Фотография, сделанная в Женеве в 1886 году, со временем превращается из обычного студийного снимка в знаковую икону. Она становится символом и, можно сказать, армянским вариантом фотографии первого Коминтерна. В течение десятилетия она печатается в газетах и книгах, репродуцируется на юбилейных плакатах, размещается на партийных съездах, выставляется в армянских клубах и центрах диаспоры от Ливана до Лос-Анджелеса. Для гончакистов ранние годы в Женеве становятся почти мифом, временем чистого начала. Этот период ассоциируется с отсутствием расколов и компромиссов с государствами и этапом, когда не было реальной политики, а существовала только идея, клятва, вера и печатный станок. В этом отражается почти религиозный этос. Партия превращалась в святыню, а фотография становилась иконой партийной аскезы. Процесс формирования партии Гончак был сложным и противоречивым. Революционная партия Гончак впервые продемонстрировала свою силу в Константинополе в воскресенье 15 июля 1890 года во время демонстрации в Кум-Капу. Целью протестного выступления было, по словам организаторов, пробудить угнетенных армян. Демонстрация началась у Армянского собора в армянском квартале Кум-Капу, где патриарх Харен Ашикян обращался к многочисленным прихожанам, собравшимся на богослужение по случаю праздника Вардавар. Во время собрания член партии Гончак Арутюн Джанкулян зачитал протестное обращение к султану, призывая к армянским реформам. Затем он направился в патриархию и разбил османский герб. Несмотря на протесты армянского патриарха, гончаки заставили его присоединиться к ним и пойти с протестом к султану. Однако процессия к дворцу Йылдыз была быстро остановлена турецкими солдатами, что привело к кровавому столкновению, в ходе которого несколько человек были убиты или ранены. Джанкулян, ставший героем демонстрации, был арестован и приговорен к пожизненному заключению. Оттоманская порта проигнорировала требования о реформах, а европейские державы не оказали никакой поддержки. Напротив, многие лидеры и участники гончакистской партии были убиты, ранены или заключены в тюрьму. Потери были не только среди армян. В столкновении были убиты также турецкий жандарм и солдат. Хотя демонстрация в Кум-Капу не достигла своих непосредственных целей, она имела символическое значение. Это было первое с момента османского завоевания Константинополя выступление христиан против солдат в Стамбуле. Несмотря на удачу, гончаки считали, что демонстрация привлекла внимание европейских держав к армянскому вопросу. В издании партии подчеркивалось, что и Англия, и Россия были глубоко заинтересованы в более широком восточном вопросе, но не могли договориться о единой политике. Англия стремилась установить контроль над Критом, а Россия аннексировать турецкую Армению. Гончаки выступали против территориальных амбиций России и настаивали на создании полностью независимой Армении. Они заявляли, что отвергнут любое иностранное предложение, противоречащее этой цели, и готовы пролить до последней капли крови ради нее. Однако эти смелые заявления вызвали серьезные опасения. Критики спрашивали, сколько крови будет пролито ради революции и кто будет принесен в жертву. Немногочисленные революционеры или широкие массы простых армян, проживающих во внутренних провинциях? Будет ли независимая Армения стоить того, если большая часть ее населения погибнет в революционном
революционном процессе. Противники гончаков не были готовы рисковать уничтожением армянского народа ради, как они считали, сомнительной политической цели. Тем не менее, гончаки продолжали свою деятельность. Они организовывали демонстрации и восстания в городах и селах с армянским населением. В 1891 году они присоединились к Восточной Федерации, в которую входили македонские, албанские, критские и греческие революционеры, надеясь на координацию усилий. Гончакская активность усилилась в 1892 году и еще больше в 1893 году. Используя турецкие репрессии, они распространяли тревожные сообщения. Они расклеивали революционные листовки на общественных зданиях и домах в таких городах, как Марзван, Йозгат, Амася, Чорум, Такат, Ангара, Сивас и Диарбекир. Эти листовки, написанные на турецком языке и обращенные к мусульманам Османской империи, призывали к восстанию против угнетения. Таким образом, гончаки надеялись возбудить турецкое население против собственного правительства. 5 января 1893 года листовки были обнаружены на территории Анатолийского колледжа в Марзване, учебного заведения, управляемого Американским миссионерским советом. Это вызвало жесткую реакцию турецких властей в отношении миссионеров. Преподаватели колледжа были обвинены без убедительных доказательств в причастности и арестованы. Хотя прямых доказательств против профессоров не было, источники гончак подтверждали, что они давно находились под наблюдением и участвовали в революционном планировании еще с 1891 года. В 1893 году османские власти арестовали и казнили многих революционеров, а также видных армянских интеллектуалов, торговцев и священнослужителей, особенно в районах Марзвана и Йозгата. В том же году известный герой гончаков и пионер революционного движения Жерайр Паяджан, брат Мурада, был повешен турецкими властями в Йозгате. Другой лидер Дамадьян был арестован на дороге между Муршем и Сосуном. В регионе Сосуна, расположенном в вилаяте Битлис, революционная деятельность под руководством Дамадьяна, партии гончак и других усилила напряженность между курдами и армянами. В августе 1894 года это напряжение переросло в полномасштабное восстание. Сосунское восстание стало одной из наиболее значительных попыток революционной партии гончак выступить против как османского правительства, так и курдских племенных властей. Исторически армяне Сосуна выплачивали курдским вождям дань, известную как хафир, в обмен на защиту. Сумма этой дани зависела от финансовых возможностей армян, и отказ от уплаты часто приводил к немедленной и жесткой курдской расправе. Несмотря на такую напряженную систему, открытых столкновений армянами и курдами удавалось избегать до примерно 1890-91 годов. Два ключевых фактора способствовали началу конфликта. Религиозная пропаганда со стороны курдских шейхов, способствовавшая объединению курдских племен. Революционная агитация среди армян, начатая Дамадьяном и позже продолженная лидером гончаков Мурадом. Восстание началось с нападения курдских отрядов, якобы поощренных османскими властями, на армянское село Талори, которое было разграблено. Весной 1894 года в регион Сосун прибыл Мурад. Подобно Дамадьяну, он призвал местных армян прекратить уплату хафира и освободиться от того, что он назвал систематическим рабством. Мурад и его вооруженные сторонники совершали небольшие вылазки против курдов, что вызвало в ответ жесткие репрессии. Османское правительство расценило происходящее как восстание и направило войска для его подавления. Несмотря на численное превосходство турецких войск, армяне под руководством Мурата оказывали сопротивление более месяца. В конце концов, османская армия смогла захватить Мурата и несколько его соратников, тем самым положив конец восстанию. Жестокое подавление восстания и тяжелое положение армянского населения привлекли внимание международного сообщества. Великобритания, Франция и Россия направили в Сосун следственную комиссию для расследования событий. Комиссия пришла к выводу, что армяне виновны лишь в следующем. В укрывательстве Мурата и его соратников, в совершении нескольких единичных актов разбоя, в сопротивлении османским войскам при неясных обстоятельствах. Комиссия резко раскритиковала действия турецкой армии, заявив, что масштаб разрушений и насилия, обрушившихся на регион, был абсолютно несоразмерен якобы совершенным преступлением. Она недвусмысленно подчеркнула, что страдания, причиненные армянскому населению, не могут быть оправданы. Несмотря на тяжелые потери, гончаки расценивали Сосунское восстание как политическую и символическую победу как своей партии, так и более широкого армянского национального движения.
Они считали, что именно революционные действия, особенно в Сосуне, наконец вынудили европейские державы обратить внимание на критическую ситуацию в армянских провинциях. 11 мая 1895 года Великобритания, Франция и Россия направила султану Абдулу Хамиду II меморандум с призывом к реформам в 6 провинциях турецкой Армении. К меморандуму прилагался проект реформ, направленный на улучшение условий жизни в восточных провинциях Османской империи. Однако, как и прежде, султан Абдул-Хамид затянул выполнение предложенных реформ. Тем временем преследования армян продолжались, особенно в тех самых провинциях, которые должны были получить выгоду от реформ. В знак протеста против отказа Абдулла Хамида II реализовать реформы, революционная партия Гончак организовала демонстрацию у Баб-Али в Константинополе 18 сентября 1895 года. Эта акция, переросшая в насилие, стала одной из самых драматичных попыток армянских революционеров вынудить османское правительство к действиям. На этот раз гончаки решили лично передать султану свою петицию, названную ими «Протест требования». Чтобы полностью понять демонстрацию, необходимо учитывать организационную структуру партии Гончак в Константинополе. В то время в столице действовали 2 отдельных комитета. Совет директоров, который координировал революционную деятельность по всей Османской империи в сотрудничестве с Генеральной штаб-квартирой партии в Женеве, и Исполнительный комитет Константинополя, выполнявший указания на местном уровне. Эти 2 органа функционировали независимо и не знали составов друг друга. Их деятельность согласовывалась через единство связного представителя 2 комитетов. После того, как Совет директоров отдал распоряжение провести демонстрацию у Баб-Али, от Таманского порта исполнительный комитет назначил 3 руководителей для организации мероприятий. Главным лидером стал Каро Саакян. Патриарх Матевос из Мирлян, узнав о готовящейся демонстрации, вызвал Каро и настаивал на ее мирном характере. Каро согласился, хотя некоторые члены комитета возражали. Окончательное решение в пользу ненасильственного похода принял Совет директоров. После месяцев тайной подготовки 16 сентября 1895 года гончаки завершили подготовку и направили следующее письмо на французском языке в иностранные посольства и правительству Османской империи. Ваше превосходительство, армяне Константинополя решили в ближайшем будущем провести демонстрацию строго мирного характера, чтобы выразить свои требования относительно проведения реформ в армянских провинциях. Поскольку демонстрация задумана как полностью ненасильственная, любое вмешательство полиции или армии может привести к прискорбным последствиям, за которые мы не берем на себя ответственности. Организационный комитет, печать общества Гончак. Демонстрация состоялась в понедельник, 18 сентября 1895 года. Через 2 дня после информирования посольств в преддверии события османское правительство развернуло войска у административных зданий и привело полицию в боевую готовность. Незадолго лидеры гончаков собрались у армянского патриархата и повели тысячи демонстрантов в сторону дворца султана у Баб-Али. Каро Саакян, выступивший в качестве официального представителя, должен был вручить петицию, в которой излагались следующие жалобы. Систематические резни армян, организованные османским государством, незаконные аресты и жестокое обращение с заключенными, курдское насилие и беззаконие, коррупция среди сборщиков налогов, массовое убийство в Сосуне. Петиция содержала требования: равенство перед законом, свобода печати, слова и собраний, права на хабеас корпус и разрешение армянам носить оружие, если курды не будут разоружены, политического перераспределения 6 армянских провинций, назначения европейского губернатора в эти провинции, земельных и финансовых реформ. Гончаки подчеркивали, что, добиваясь прав для армян, они борются из-за угнетенных подданных Османской империи, предупреждая, продолжение репрессий угрожает ее стабильности. Когда Каро с демонстрантами достиг ворот Баб-Али, их не впустили. Каро арестовали жандармы, начались столкновения. Он был доставлен к чиновнику, принявшему петицию, но затем заключен в тюрьму. В следующие дни арестовались сотни участников. Тюрьмы были переполнены ранеными. Улицы Константинополя телами убитых. Кровопролитие встревожило власти и европейских наблюдателей. Османский совет министров собрался на экстренное заседание, а европейская пресса, особенно британская, широко освещала события.
1 октября 1895 года The London Times назвала инцидент чрезвычайно серьезным, отмечая, что бунтовщики, вооруженные, оказали упорное сопротивление, а арестованных армян бросали на землю, разоружали, избивали и связывали. Армянский вопрос уже находился в центре внимания международной общественности в 1894-95 годах в Европе и США, особенно в Англии. Вышли сотни публикаций о страдании армян, что вызвало широкую поддержку мирного урегулирования. После демонстрации у Баб-Али Англия, Франция и Россия при поддержке Германии, Австрии и Италии потребовали от султана исполнения армянской реформенной программы от 11 мая 1895 года. Под дипломатическим давлением султан Абдул-Хамид II подписал указ о реформах 17 октября 1895 года. Почти через месяц после демонстрации партия Гончак назвала это крупной победой. Журнал «Гончак» заявил: Сегодня, 18-го, получена телеграмма, сообщающая, что султан наконец подписал официальный ираде, приняв пересмотренную армянскую реформенную программу, предложенную 3 великими державами в мае. Наконец, мы заставили нашего жестокого угнетателя признать права армянского народа, услышать его голос и подчиниться его моральной силе. Сегодня весь армянский народ и весь мир становится свидетелем великой победы партии, добытой ценой крови и преданности. Это достижение великое и славное. К сожалению, оптимизм гончаков оказался преждевременным. Как и многие другие имперские указы, реформенная программа осталась неосуществленной, а преследования армян по всей империи продолжались с прежней жестокостью. До подписания армянской реформенной программы город Зейтун вновь стал центром армянского сопротивления османскому режиму. С момента первого Зейтунского восстания в 1862 года жители города открыто критиковали центральное правительство, и их недовольство усилилось в 1878 году, когда после очередного восстания османские власти построили крепость у въезда в город. 12 октября 1895 года жители Зейтуна вновь подняли восстание, на этот раз под руководством революционной партии Гончак. Во главе движения стояли 6 гончакистских лидеров – Агаси, Апах, Хирачия, Нишан, Мелех и Карапет. Они надеялись, что их действия вдохновят более широкое армянское восстание по всей Киликии. Прежде чем восстание успело набрать полную силу, турецкие войска напали на расположенную неподалеку армянскую деревню Алабаш, что привело к расширению конфликта, охватившего Зейтун и окрестные районы. Жесткие бои продолжались 4 месяца и завершились 1 февраля 1896 года благодаря дипломатическому вмешательству европейских держав. После длительных переговоров Порта приняла условия мира, выдвинутые 6 европейскими консулами в Алеппо. Как сообщил французский посол в Константинополе, условия включали: сдачу оружия восставшими, общее перемирие, высылку из империи 5 иностранных членов революционного комитета, все они гончаки, аннулирование налоговой задолженности, обещание снизить земельные налоги, введение реформ, изложенных в общем акте. Однако, как и сама армянская реформенная программа, эти условия так и не были эффективно реализованы. К 1896 году самый активный период деятельности революционной партии Гончак подошел к концу. С момента основания в 1887 году ее главной целью было оказать давление на европейские державы, чтобы они заставили османское правительство предоставить реформы и автономию турецкой Армении. Однако этой целью достичь не удалось. Ряд ключевых акций, таких как демонстрация в Кум-Капу в 1890 году и Сосунское восстание 1894 года, привел к масштабным жертвам среди армян, но не вынудил ни султана, ни европейские державы к реальным действиям. Хотя демонстрация у Баб-Али в сентябре 1895 года и привела к подписанию армянской реформенной программы. Указ оказался бесполезным, поскольку его не исполнили. Даже военный успех Зейтунского восстания, в ходе которого, по сообщениям, турки понесли больше потерь, чем армяне, в конечном итоге оказался безрезультатным. Османская империя могла перенести такие потери, а восстание не привело к улучшению положения армян в долгосрочной перспективе. Гончаки надеялись на вмешательство европейских держав, но их революционная деятельность лишь усилила враждебность султана Абдулла-Хамида II. К 1896 году стало ясно, что вместо реформ султан решил решить армянский вопрос массовыми резнями, что привело к тяжелым потерям и почти полному уничтожению партии.
гончаки не направляли своих делегатов на переговоры с младотурками, считая их демократические декларации ложью. Их лидер Степан Сапах Гулян предупреждал, что с приходом к власти единения и прогресса турецкий национализм выходит на активную политическую арену и даст покоренным народам лишь столько свободы, сколько позволят его националистические принципы. Этой позиции гончаки придерживались неизменно. Их опасения подтвердились в событии Вадания 1909 года, а впоследствии на Конгрессе партии в Констанце 1913 года лидеры обязались бороться с иттихадом, усомнившись в мирных намерениях младотурок. Начиная с конца 1890-х годов, внутри гончакской партии обострились полемика между социал-демократическим восточно-армянским крылом и националистическим западно-армянским. Западно-армянские руководители требовали больше уделять внимание национально-освободительной борьбе, тогда как восточные стояли на строгих марксистских позициях. Этот спор шел на общепартийных конференциях, в частности на встречах в Париже и Вене 1904-1905 годов. Попытка найти компромисс не увенчались успехом. К 1905-1906 году противоречия достигли апогея. Сторонники националистической тактики во главе с Арпиаром Арпиаряном и рядом других лидеров сепарировали и сформировали партию «Реформированный Гончак», тогда как оставшиеся, верные социал-демократической линии, продолжили старую партию. Этот раскол ослабил организацию гончакской партии накануне революции 1908 года. После свержения Абдулла Хамида II в июле 1908 года гончаки приняли конституционный переворот с осторожным оптимизмом. В газетах партии писали, что восстановление прежней конституции дает шанс для всех народов. Однако руководство партии быстро поняло, что иттихад не даст реальной свободы подчиненным народам. В статье председателя Сапах Гуляна констатировалось, что с властью единения и прогресса турецкий национализм уходит на активную политическую арену и берет на себя лидерство, давая столько свободы, сколько позволяют его националистические принципы. Центральный комитет Гончак выпустил циркуляр номер 14, в котором отмечал: С прежних требований независимости мы должны снять свои требования. Отныне перед нами Турция с ограниченной конституцией. Будем трудиться над установлением демократической конституции для всей Турции и автономии компонентных национальностей. В этой связи директива призывала искать соглашение со всеми элементами оппозиции – армянской, турецкой, арабской, курдской, болгарской и так далее. Гончаки вступили в союз с умеренной оппозицией партии «Свободы и согласия», рассматривая ее как наилучший инструмент для достижения общедемократических реформ. В свете резни армян в Вадане 1909 года партия осознала ограниченность обещаний младотурков и еще сильнее консолидировалась вокруг предложений конституционных преобразований. На 7-м съезде Гончакской партии 1910 года эти решения были подтверждены. Партия отвергла прежние лозунги полной независимости и призвала сотрудничеству с союзниками в борьбе за демократическую конституцию и автономию. Стоит вспомнить про известное письмо. В нем описывается, что Сапах Гуляном из Каира 3 марта 1914 года в ответ на запрос Парамаза, прибывшего незадолго до этого в Париж. Как указывается в тексте, этот ответ долго хранился без внимания в архивах Гончак и опубликовывается впервые. И опубликовался относительно недавно. К 1914 году Сапах Гулян был ведущим деятелем Гончак, выступая против союза с младотурецкой властью. Парамаз упоминается как активный член партии, делегат конвенции и участник тайного совещания после 7-го съезда 1913 года. Он отсутствовал на съезде в Констанце, но затем вошел в состав подпольного комитета Гончак. К моменту переписки с Сапах Гуляном Парамаз находился в Париже, куда был вызван непрестанными письмами соратника. Сапах Гулян начинает письмо с извинений за задержку ответа и поясняет, что нужно было прояснить вопросы, прежде чем писать. Он указывает, что отсрочка связана с раскрытием измены Артура Эсаяна. Сапах Гулян подробно описывает ситуацию в Египте. Египет был заполнен группами шпионов и убийц, хорошо организованных и посланных Центральным комитетом Иттихада. Далее упоминается, что поступили сведения о специальных эмиссарах из Константинополя и распечатанных списках целей. Чтобы нейтрализовать угрозу, Сапах Гулян вместе с товарищами обратился в полицию. В результате обыскали дом Эсаяна. Там оказалось 30 бутылок яда,
от действующего сразу до продолжающегося 1-2 месяца, отравленный кинжал, отравленные иглы и булавки. И другие средства нападения. Письмо демонстрирует настороженность гончаков к внутренней измене и их активные действия по защите руководства. Общая тональность письма отражает приверженность Сапаагаляна революционным незаконным методам борьбы, поскольку, по его мнению, к физическому существованию армянского народа был представлен меч. Письмо раскрывает ранее неизвестные детали работы гончак в египетской диаспоре. В тексте отмечается, что Сапаагалян вынужден был рассказать о деталях, которые не упоминал прежде и которые до сих пор оставались исторической тайной. Письмо таким образом служит подтверждением серьезности позиции Сапаагаляна. Он ясно дает понять, что мирные реформы больше не устраивают гончак, а главным приоритетом является нейтрализация младотурецкого руководства. Характер писем и описанная в них операция с Эссаяном иллюстрирует, что к 1914 году гончаки перешли к подпольным и военным методам борьбы. Это письмо важно тем, что впервые документально фиксирует внутреннюю борьбу гончак накануне Первой мировой войны. В нем содержится прямое свидетельство о готовности партии к вооруженной борьбе и о том, насколько остро Сапаагалян воспринимал угрозу со стороны Иттихада. Подробности заговора Эссаяна свидетельствуют о глубине проникновения турецкой разведки в армянскую среду и объясняют, почему гончаки стали действовать подпольно. В более широком плане документ показывает, что уже в марте 1914 года ведущие гончаки воспринимали межвоенный период как окно возможностей для борьбы и что предостережения Сапаагаляна о неизбежном применении насилия подтверждались реальными событиями. Письмо ценно и для поздней истории. В нем содержатся детали, которые помогают понять судьбу участников. Например, вскоре после этой переписки Парамас встретился с Сапаагаляном в Египте и затем вернулся в Константинополь, где был арестован и повешен в 1915 году. Вот еще ключевые моменты письма. Сапаагалян описывает дух времени. Младотурецкий режим тесно связан с египетскими и турецкими элитами. Сапаагалян показывает, как заговор выходит на новый уровень международной интриги, в которой Египет – незащищенная зона. Также стоит отметить, что партия Гончак активно противодействовала политике русификации в Российской империи, проводимой Голицыным, прибегая в том числе к радикальным мерам. Это оказало заметное влияние на решение российского правительства вернуть армянской церкви ее церковное имущество на Кавказе, ранее конфискованные по указу царя по совету наместника Голицына. 14 октября 1903 года, когда наместник Голицын в сопровождении жены и под охраной казаков направлялся в свою резиденцию, на его карету внезапно напали члены партии Гончак. Они ворвались внутрь и нанесли Голицыну 4 удара кинжалом. Ответственность за покушение партия Гончак официально взяла на себя лишь через несколько дней после происшествия. Организатором нападения был один из наиболее выдающихся деятелей партии Гончак – Парамаз. Русская империя выразила свое недовольство по этому поводу в газете «Московский листок», где армянское освободительное движение называлось буйством и кровопролитием. Не может подлежать ни малейшему сомнению политический характер Тифлисского покушения. Оно стоит в неотразимой связи с современным армянским движением. Восстановить старое армянское царство – вот та сумбурная идея, которая объяла головы и сердца армянских политиканов. Восстание в турецкой Армении, сопровождавшееся буйством и кровопролитием, направлялось именно к этой политической цели и потому встретило такое горячее общественное сочувствие в Лондоне, радующимся всему, что может служить угрозой русскому миру и помехой развитию России. Будущая славная Армения не должна ограничиваться турецкой землей, но должна охватывать собою и те русские земли, где ныне живут и преобладают армяне. Все имущество и доходы армянской церкви стали предназначаться для пропаганды идеи широкого восстановления старого армянского царства и для подготовки революционных действий. Это вызвало со стороны русского государства законоположение о подчинении всех церковных имуществ ведению и распорядку русской государственной власти. Дерзкие сопротивления и торжественные проклятия встретили этот закон в армянах. Он не скрывали и не скрывают своего озлобления. Покушение на жизнь князя Голицына есть скверное дыхание той же армянской бессильной злобы. Кстати, на канале есть видео про революцию в России 1905 года и о том, какую роль в этих событиях сыграли армяне.
В письме Сапах Гулян подводит черту. Вся легальная борьба исчерпала себя. Партия больше не может надеяться на конституционные реформы. Здесь ясно сказано о смене политической тактики. От участия в легальной политике до открытому вооруженному сопротивлению. Это решение было принято официально на съезде, что подчеркивает ее коллективность. Он также подчеркивает, что иттихадисты стремятся к уничтожению не только армян, но и болгар, греков, арабов и даже турецких противников. Раз и навсегда необходимо усвоить следующую бесспорную истину. Турецкий национализм, который сегодня управляет страной, без колебаний и безжалостно истребит армян, как историческую необходимость, при первом удобном случае, когда будет уверен, что его действия будут легко восприняты. И на этот раз это будет более неумолимо, чем в 1895-1896 годах, более ужасающе, чем преступление Вадания. Здесь намечается масштабная межнациональная революционная коалиция. Она включает арабов, ориентированных на шерифа Мекки, греков и болгар, курдских племенных лидеров, армян всех партий. Сапах Гулян инициирует Парамаза как главного агента революционной ликвидации иттихада. Упоминается опасность и уникальность Парамаза, его идеализм, мужество и репутация. Сапах Гулян говорит про иттихад и намерение полного истребления армян, подчеркивая, что каждое промедление – смерть. Это усиливает ощущение фатальности. В его описании иттихад – организованное государственное зло, оппозиция – единственный шанс на спасение народов империи. Вся логика письма построена на том, что прежние методы борьбы, петиции, демонстрации, коалиции мертвы. Седьмой генеральный съезд социал-демократической партии Гончак, состоявшийся в Констанце, Румыния, в 1913 году, имел уникальное и огромное значение не только для партии, но и для всей истории армянского народа. Во время съезда участники выразили свою обеспокоенность откровенным пренебрежением турецкого правительства иттихад к армянской жизни, проживающей в исторической Армении. Гончаки опасались, что это пренебрежение будет только усиливаться с течением времени. Также гончаки подчеркнули важность единой независимой Армении, что было бы невозможно при диктаторском правлении младотурок в Османской империи. Таким образом, съезд завершился с двумя основными целями. Первое, как указано в оригинальной программе, партия должна была перейти от легальной деятельности к нелегальной, став снова скрытой организацией. Второе. Планирование и убийство лидеров партии Иттихад, тех самых лидеров, которые организовали аданские массовые убийства в 1909 году, и тех, кто в тот момент планировал уничтожение армянского народа. В начале 1914 года Парамаз вернулся в Османскую империю для исполнения плана. Однако эти секретные цели были переданы османам Артуром Эсаяном, тайным агентом. В результате, как только делегаты прибыли в Константинополь, они были арестованы. К концу года было арестовано 140 лидеров гончаков. После 2 лет, проведенных в ужасных условиях османских тюрем и долгих фальшивых судебных процессов, 20 выдающихся личностей, Парамаз, Арам Ачекбашян и другие, были приговорены к смерти через повешение. Несколько недель спустя, после начала армянского геноцида, 15 июня 1915 года, все 20 человек были повешены на центральной площади Константинополя, известной как площадь Султан Баязида. Это стало одним из первых актов массового уничтожения армянской интеллигенции, предшествовавших геноциду. Последние слова Парамаза перед повешением стали историческими. Вы можете повесить лишь наши тела, но не наши идеи. Идеи, которые мы посеяли, мечты, которые мы лелеяли, не умрут. Гончак вступила в жизнь Первой Республики Армения в условиях крайне слабой собственной базы на месте. Многие члены партии были выходцами из Западной Армении и находились в диаспоре – Балканы, Киликия и так далее. Поэтому партия не играла заметной роли в правительстве новой республики. Вместе с тем, уже с начала Первой Республики Армения, гончакцы занимали прагматичную позицию. Они с самого начала признавали символическое и юридическое значение Еревана, как ядра будущего единого независимого армянского государства. Сапах Гулян не раз подчеркивал в своих работах постоянство государства и переходящий характер каждого конкретного правительства, указав, что непрекосновенность
компетентной власти государство нельзя бросать, а нужно поддерживать новой командой. Партийная печать Гончак резко критиковала фракционализм и националистический эгоизм. Гончаки осуждали бойкот парламентских выборов некоторыми оппозиционными группами и стремились преодолеть раскол между турецкими и российскими армянами, заявляя: Не может быть двух отдельных делегаций в Париже, не может быть конкурирующих амбиций разных регионов. Есть только одна нация и одна борьба. Таким образом, Гончак не отказывались от социалистических целей, но приоритетом считали скорейшее создание сильного армянского государства с едиными границами. Гончаки участвовали в общественной жизни Первой Республики Армения в меру возможностей. Так партийные активисты оказали помощь армянским беженцам, в частности из Киликии. Известно, что один из руководителей Гончак, Арсен Гидур, был назначен армянским правительством представителем по делам беженцев из Киликии и Месопотамии. В то же время Гончак настойчиво выказывала свою оппозицию, прежде всего, социал-политическому курсу национал-либералов, требуя созыва новых национальных сборов и более справедливого привлечения к власти профессионалов и трудящихся. На канале есть видео про независимую Киликию в 1920 году, советую посмотреть. Внешнеполитически гончаки поддерживали установление и укрепление самой Республики Армения. Они не шли на открытое противостояние с правительством. Фракция Гончак отказалась от призывов к бойкоту властей и сотрудничала с ними в государственно-строительном ключе. При этом партия сохраняла антивоенную, антиимпериалистическую программу. Гончаки критиковали попытки внешних держав объявить протекторат над Арменией, указывая, что западные державы руководствуются в первую очередь коммерческими интересами, стремлением объединить Армению с Анатолией и Закавказьем ради прибыли. Обе партии боролись за одни и те же слои населения – рабочих, интеллигенцию, борцов, но по-разному видели цели и средства борьбы. Гончак настаивала на международной пролетарской солидарности, тесной связи с социал-демократическими партиями Европы и России, конспирации, агитации, классовом анализе. Даштак Тютюн чаще прибегала к военно-партизанским действиям, дипломатии и позже к парламентской борьбе и более гибкой политике. Несмотря на маргинальность, Гончак заняла уникальную позицию. Они первыми официально признали республику со столицей в Ереване как законное воплощение армянской государственности. Это контрастировало с доминирующей тенденцией в диаспоре, особенно на Ближнем Востоке и в Киликии, где взгляды были настроены по-другому. В этом шаге стратегическое мышление. Несмотря на идеологические разногласия с Даштак Тютюн, гончакисты понимали, что никакой другой платформы для восстановления государственности у армян не осталось. После геноцида, потеря Киликии, бегство из западных провинций – все делало Ереван последним бастионом. Гончакская партия стремилась связать рассеянную нацию с новой республикой, но политические противоречия давали о себе знать. Даштаки, стоявшие у власти в республике, не допускали политической конкуренции, особенно с социалистами. Отношения с Гончак были напряженными. Даштак Тютюн на тот момент стремилась к политической монополии. На фоне послевоенного кризиса и угроз со стороны большевиков, даштаки видели социалистов как внутреннюю угрозу. Несмотря на гонения и маргинализацию, гончаки не отошли в сторону. Они поддержали дипломатические инициативы республики, например, на Парижской мирной конференции, признавали приоритет обороны от турецкой большевистской угрозы, призывали к социальным реформам, чтобы республика не стала буржуазным государством с декоративной независимостью. Для гончак важна была не только формальная независимость, но и ее социальное наполнение, права рабочих, равенство, справедливое распределение ресурсов. Несмотря на социалистическую ориентацию, партия Гончак не поддержала большевиков, когда те приближались к границам Армении. Это может показаться парадоксом, ведь Гончак всегда подчеркивал свою верность социализму, принимала участие в международных социалистических форумах и имела глубокие корни в российской революционной среде. Причина в том, что гончаки были социал-демократами, а не революционными марксистами-ленинистами. Для них демократия и парламентаризм были не менее важны, чем социальная справедливость. Они критиковали насильственное упразднение многопартийности, революционный террор, импортированную идеологию, игнорирующую местные реалии. В условиях усиления давления Красной Армии на границе Армении, Гончак заняла осторожную, но антибольшевистскую позицию. Партия поддержала союз Даштак
дашнаками и другими политическими силами для защиты независимости. Сходство взглядов гончак с большевиками, сложившееся у части восточных армян. Многие из них впоследствии стали большевиками или меньшевиками. В годы Первой Республики нивелировались именно благодаря ориентации партии на независимость Армении и государственные интересы. С одной стороны, гончаки ненавидели диктатуру, как младотурецкую, так и советскую. С другой, они прекрасно понимали, что Армянская республика стоит на краю гибели. Поэтому они временно объединились с идеологическими противниками – дашнаками, считая это меньшим злом. Когда в декабре 1920 года республика пала, а к власти пришло коммунистическое правительство, гончак не ушла в глухую оппозицию, как дашнаки. Вместо этого они пытались адаптироваться к новой реальности. Политический конфликт между гончак и даштак-тютюн вышел за рамки партийной конкуренции и распространился даже на религиозную сферу. В отличие от дашнаков, которые выступали против Армянской ССР, гончаки оставались лояльной республике и поддерживали ее развитие. Антагонизм между партиями отразился на расколе в армянской церкви. Пока даштаки поддерживали киликийский католикосат, гончак поддерживала эчмиадинский.